От чего глупеет мозг и что с этим делать? Как не глупеть, а оставаться таким же умным? Какие способы для увеличения умственных способностей есть? Что нужно делать, чтобы мозг работал лучше? Современный мир — это гигантское количество информации, и такое изобилие негативно отражается на наших умственных способностях, вызывает заторможенность и снижение концентрации внимания. Мозг человека просто не справляется с такой серьезной нагрузкой, точно так же, как и компьютер, в котором открыто сразу несколько программ. Рано или поздно он зависнет. Но из-за чего это происходит? Что делать и как спасти свою умственную систему от этого? Об этом мы сегодня и поговорим. Вы на канале «Замечательная жизнь». Мы начинаем. Как всегда, мы постараемся найти самые простые и действенные выходы из сложившейся ситуации. Чтобы не произошла описанная в начале перегрузка системы, нужно выявить причины перенапряжения и найти способы преобразовать нашу ежедневную деятельность. Самым первым компонентом является многозадачность. Это главная причина сбоя системы. Человеческий мозг изначально не подготовлен к подобной массовости и обилию разнообразных действий. Одновременно большое количество и разнообразность всяких дел вызывает рассредоточенность внимания и высасывает много энергии. Увы, иллюзия продуктивности не может решить людские проблемы. Нужно помнить, что это всего лишь иллюзия в лучшем случае, или, попросту говоря, самообман. Примите реальность. Мы люди и можем концентрироваться лишь только на одной задаче, при этом способны переключаться с одного на другое. Это, конечно, тоже неудобно, сложно и даже вредно. Интеллект снижается как после бессонной ночи, а увеличение кортизола приводит к постоянной усталости. В таких ситуациях сознательность и сила воли не всегда могут помочь из-за того, что они ограничены запасами нашей энергии, которая часто растрачивается на перепрыгивание. Банально получается замкнутый круг. Кстати, ученые выяснили благодаря многочисленным исследованиям, что частые отвлечения от дел уменьшают плотность головного мозга на участке, отвечающем за контроль и эмпатию. Иными словами, многозадачность мешает человеку мыслить качественно, глубоко и полноценно. Что же делать в такой ситуации? Прежде всего, откажитесь от одновременных начинаний. То есть не беритесь сразу за несколько задач. Многозадачность, как уже было сказано, не даст требуемых результатов, а только выбьет из сил основные системы. Перед тем, как начать какое-либо одно дело, заранее исключите вероятность отвлекающих факторов. Для этого просто отключите все уведомления, установите на телефоне режим в самолете и тому подобные действия. За вторую задачу беритесь только после полного окончания первой. Сложно будет придерживаться такого порядка только в начале, но после того, как вы поймете и прочувствуете, что дела начали делаться быстрее и больше, вы привыкнете и вам даже понравится. Само по себе переключение с одного дела на другое для многих людей является своеобразным отдыхом, к которому они бессознательно стремятся. Поэтому в работе запланируйте небольшие перерывы, в которые вы можете спокойно и без суеты переключаться на другие дела и вовремя возвращаться к главному. Далее по списку, но не по важности, идет отсутствие умственного отдыха. Мозг нуждается в периодической передышке. Нужно обязательно ее устраивать по несколько раз в день, идеально каждые полчаса по 10 минут. Таким образом, нейронные связи будут правильно функционировать. Иными словами, нагрузку на мозговые центры необходимо давать с периодичностью, исключив тем самым банальное перенапряжение. Поймите правильно, что без отдыха от мозга ждать хорошей работы и свежих идей просто бессмысленно. Какие есть рекомендации в этом случае? Выходите на балкон или на улицу, смотрите вдаль, дышите воздухом, созерцайте пейзажи. В этот момент необходимо отпускать все мысли. Голова должна отдыхать и набираться сил. Главное на природе – не сидеть в телефоне, не слушать музыку и даже не читать книгу. Мозгу нужен просто отдых, расслабление. Также очень хорошо подойдет следующая рекомендация. Выполняйте монотонные действия. Идите долго по дороге, мойте посуду, вышивайте или вяжите и тому подобные действия. Такие однообразные машинные автоматические действия очень быстро и хорошо разгрузят мозг от накопившегося напряжения. Медитируйте. В этом состоянии мозг начинает блуждать и тем самым тоже отдыхает. Медитация является одним из самых мощных расслабляющих мозг способов, который так же как и предыдущий позволяет набраться энергии и сил с одновременным снятием напряженности. Обязательно разрешайте себе потупить и действовать бесцельно. Таким образом происходит отвлечение от навязчивых мыслей, что в итоге приводит только к собранности. Мозгу банально надоедает бездействовать, и после такого отдыха он начинает искать резервы и разнообразные задачи, которые необходимо решить. Также среди вещей, которые очень сильно напрягают и перегружают мозг, бесцельное блуждание по социальным сетям.
Сюда же можно отнести любые сайты, на которые вы наткнулись случайно, клюнув на рекламу или кликнув от безделья. Как это не было бы неожиданно. Сейчас поясним. Просмотр ленты в соцсетях не добавляет ума, а напротив, высасывает энергию и делает нас глупее. В итоге на полезную информацию у мозга ресурсов просто уже не остается. Что в этой ситуации делать? Формируйте контент по своим целям. Выделяйте для просмотра сайтов отдельное время. Постарайтесь четко укладываться в выделенное для этих занятий время, не давайте информационным ресурсам заманить и затащить вас в эту безбрежную паутину. Вы же сами знаете, как это понемногу помаленьку затягивает и уже теряется ощущение времени. Следующим негативным фактором, плохо влияющим на мозг, являются одни и те же действия. Но стоит отличать монотонные действия для разгрузки и отдыха мозга от постоянных и ежедневных. Когда мы выполняем подобные действия ежедневно, то мозг не развивается, а в современных условиях попросту деградирует. Да, вы будете функциональны и заняты, но в перспективе этого не только недостаточно, но и может привести к плачевным последствиям. Движение по изъезженным дорожкам снижает способности мозга. Что делать в этих случаях? Обязательно время от времени обучайтесь новым задачам. Новые виды деятельности привнесут в работу мозга новые нейронные связи, и вы сможете продлить таким образом работоспособность своих мозговых центров. Ищите новые подходы и варианты для выполнения привычных дел. Таким образом, волей-неволей мозг начинает вырабатывать и создавать новые нейронные связи. Делайте над собой усилия, покидайте зону комфорта. Избегайте действий по стандартным шаблонам, то есть на автопилоте. Практикуйте наши рекомендации ежедневно, и уже через неделю вы обнаружите позитивные сдвиги. Подписывайтесь на канал и оставляйте комментарии, ну а мы на этом, конечно же, не прощаемся. До скорых встреч!